Друзья мои, всем привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня у меня герой этого видео мой любимчик Биглип, который доставляет всем немало хлопот, мне в том числе. Не у всех он хочет цвести, не у всех он сохраняет все бутоны. В общем, еще та капризуля. У меня он где-то с осени прошлого года. Вот вырастил новый листик, но почему-то вот либо я задела этот листик, либо что-то там произошло. Но думаю, что я, видите, такая трещинка пошла на новом листике. Куплен он был у меня с гнилыми корнями. Девчонки, сейчас покажу вам. Корней у нас немного. Вчера поливала вечерком. Вот, давала попить. С этой стороны больше корней, но уже начался новый рост корней. Там пару корешков новых. Сейчас мы с вами заглянем. Вот он здесь. Видите, вот этот вот веломенчик новенький. Это уже пошел новый корешок. Раскуклил старый и пошел новый. Но он, по-моему, его закуклил. Но там где-то были еще свеженькие корешочки, которые удалились, так сказать, в субстрат. Углубились. Девочки, у него вот такая вот палка длинная. Он такой, знаете, цветун на длинных кипарисных цветоносах, как я называю его. Вот такой был у него огромный цветонос, длиннющий, когда я его купила. Он отцвел, я его обрезала, и он тут же пробудил почку. И вот, та-да-да-дам, решил меня порадовать цветением. Выдал мне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бутонов. Но вчера я вас, девочки, вспоминала. Надеюсь, вы там не икали, потому что вы мне как раз писали, что этот красавчик любит сушить бутончики. И вот смотрите, девочки. Один из бутончиков он превратил в винный цвет. Не знаю, видимо, я его пересушила. Не могу понять, зевнула с поливом. А потом, когда полила полноценно, он бутоны сбросил. Главное, что не все. Но из 8 бутонов осталось, из 8, да, осталось пока 3 цветочка и 4 бутончика. Вот такой, девчонки, красоту. Жду его полного распуска. Как мы все говорим, орхидея волосы, биглип волосы назад. Так оно и есть. Смешной такой. Это его домашнее цветение на цветоносе садовника. Вот видите, вот обрезала, почку пробудил. Конечно, хотелось бы, чтобы он пробудил побольше почек, но и на том спасибо. Свой цветонос растить он не стал, что я вижу, его хорошенько, девочки, полила от всей души. Ну, тургор у него хороший. Листик был немножко, видите, пожилки лопнутый. А вот этот вот, конечно, адаптация дает о себе знать. И вот он растит новый листик, но он мельче. Мельче, чем те, которые от садовника. Ну, не знаю, девчонки, я пока что еще к нему присматриваюсь. Ну вот, решил порадовать цветением, за что я ему неслыханно благодарна. Пишите, что у вас там происходит с вашими хуткисами. Зацвели, не зацвели в этом сезоне. В общем-то, считайте, он у меня был куплен цветущим. Месяца 2 или 3 даже держал цветочки. Цвел долго. Открыл бутончики. Девочки, очень насыщенный цвет. Очень насыщенный. Цветок плотный. Губа такая, видите, с розовым. Ну, вообще красавчик. Красавчик, что и говорить. Посмотрите. Я сначала расстроилась. Хотела, чтобы было, знаете, как, ну, гроздь. Но не тут-то было. Ну, засушил. Все-таки, девчонки, надо поливать вовремя. Чуть зевнешь и все. Ну, вот так вот. Вот уже, вот-вот-вот лопнет этот бутончик тоже. Думаю, уже на днях. Но сейчас у нас свет выключают частенько, поэтому подсветка, хоть день и удлинился, но подсветка бывает не всегда в то время, когда хочется, когда надо.
Поэтому вот так. Но пока я бутончик не убираю этот, он еще держится. Жалко, девочки. Хотелось, чтобы был такой, знаете, правильный каскадик. Но все равно красавчик. Вот такой вот, смотрите, у него беленькая такая каемочка интересная. Очень насыщенный цвет. Такая вот интересная губа. Расскажу, как я его купила. Я зашла в цветочный частный магазинчик. Конечно, я видела, что он такой себе. И по листовой массе, и по корням. Понимала, что это биглип. И понимала, что биглип этот капризный. Видела, что корней немного. Но не смогла устоять перед этим губастеньким красавчиком. Вот так. Девочки, конечно, жалкое зрелище, когда бутошка засыхает. Ну что поделаешь, что поделаешь? Ничего не поделаешь. В общем, девчонки, я его не пересаживаю, не дергаю. Он потихонечку наращивает корешки, адаптируется. Раз, два, три, четыре, пять, 6 листиков. Конечно же, там есть торфяной стакан, естественно. Не без этого, но аккуратно поливаю. Бывает, даже поливаю туда просто в кашпо, и он подтягивает. Но вчера я поливала уже поздно вечером, я ливанула хорошо воды, но он уже выпил, пусто. Хорошо ливанула, и, по-моему, даже ливанула через верх. Немножко сюда, видите, он еще очень тяжелый цветонос, ну очень, и такой достаточно толстенький. И корешки толстенькие. Конечно, хотелось бы, чтобы вот корни пошли от шеи новые. Но пока тишина, пока еще нет корней от шеи. Ну вот, движение в горшке корневое там было мною замечено. Но когда распустил бутоны, вот этот, например, корень закуклил. Видите, там кончик был активный, но вот он дошел до субстрата и остановился. Ну, что-то он думает. Вот такая тыльная сторона листика. Ну, у цветочка вот такая сторона тыльная, белесая. Видите, девчонки? Ну, интересный биглип такой, очень интересный. Стараюсь приспособиться к нему. Ну, из кашпо темного не достаю. Он у меня так и сидит в этом кашпо. Ну вот пытаюсь найти новый рост корней, но, видимо, вот эти старые корни и старые, которые сгнившие корни, там же тяжи еще нормальные, поэтому они еще работают. Питают его, все нормально. Вижу там мелкая кора, скорее всего, что чипсы. Сюда он пока вроде как не пророс. Но сказать, что он был заморожен, нет. Это еще был октябрь месяц, у нас было тепло. В общем, девчонки, насверлила я ему дырочек, чтобы он чуть-чуть дышал. Ну, как-то так. Думала, что будет хуже. Вот так. Поместила его в гнездышко. Сильно раскачивается цветонос, потому что очень тяжелые цветочки, тяжелые бутончики. Ну, девочки, надеюсь, что когда-то он нас порадует обильным цветением. Но даже вот в этот раз 8 бутонов, я считаю, это тоже немало. Так что можно сказать, что если он сохранит все оставшиеся цветочки, я вам обязательно покажу его полный распуск. Вот это увидела этот бутончик засохший. И думаю, девочки, сейчас вам тоже покажу, что у меня тоже он бутоны отсушивает. Но это я поняла почему, потому что я к нему как-то подошла, смотрю, он такой, ой, ну вроде и не сухой, ну уже и не влажный, такой альденте. И я подумала, думаю, оставлю еще на пару дней. И, видимо, он пересох, и я потом пришла, полила, и, как говорят, когда пересыхает, потом даешь обильный полив, почему-то скидывают орхидеи бутоны. Что такое бывает? Что надо постоянно, чтобы они, когда цветут, чтобы у них была такая, чтобы они были влажненькие.
Я поняла, что это вот моя была ошибка. И почему-то вот этот, да, не последний засушила, как-то в середине. Очень странно. Очень странно, но случилось вот так. Девчонки, пишите, что там ваши хуткисы вытворяют, как они там цветут, что там у них происходит, что с корнями, что с листьями. Делитесь в комментариях своими историями своими про этот сорт. Будет интересно почитать. И, может, какой-то подскажете свой личный подход к этому сорту. Что заметили интересного про этот сорт. Что любит, что не любит. Но у меня стоит он где-то меньше, чем в метре от окна, плюс досветка, когда есть такая возможность. В принципе, ему света хватает. Можно было его достать из кашпо. Девочки, вы мне писали, Аня, доставай из кашпо, чтобы был фотосинтез. Но он как-то мне кажется, что когда если из кашпо достать, он у меня может свалиться. Верхняя часть его такая достаточно тяжелая. Я не пойму, куда я дела держатель. Мне кажется, что держателя не было. Кто его знает, не помню. В общем, девочки, еще раз вам показываю этого красотуна. Видела у девочек пышно цветущие эти сорта. Тоже хочу пышноцвет, чтобы был. Но будем к этому стремиться. Пока еще кустик молоденький, пока еще выдал такое цветение. Все, друзья мои, всем большой привет. Всем хорошего солнечного настроения. Всем положительных эмоций от цветения, от домашнего цветения наших орхидей. Всех обнимаю. Всем мирного неба. Пока-пока.